Приветствую вас из мастерской династии Гостев. И давайте сегодня я вам расскажу об акварели. Очень многие считают, что акварельная живопись не представляет большой ценности, поскольку она не настолько весома, как масляная живопись. Все-таки выполнена на бумаге. Акварельные краски не имеют способности к придаванию фактур. И тем не менее, акварельная живопись – это самая сложная техника. В акварельной живописи вы практически имеете очень мало возможностей что-то исправить. Поэтому акварельную живопись можно назвать смело живописью мастеров. Настоящий мастер, знающий законы композиции, колористики, должен создать акварель за один раз, не возюкая кистью по бумаге и не исправляя. Исправление в акварельной живописи практически невозможно. Поэтому нужно точно понимать, что вы собираетесь сделать, что вы сделаете. И я выбрал акварель 2006 года. Она имеет свою историю. Это акварель. И снял с нее стекло, чтобы оно не давало бликов в этом видео. История этой акварели такова. Когда-то, в 2006 году, мы купили квартиру в Чехии, в городе Пылзань, и вселились. Купили мы ее у государства. На протяжении месяца или двух мы с семьей не понимали, что происходит в этой квартире. Было очень тяжелое, давящее чувство, непонятное. И мы собирались и отправлялись на прогулки, чтобы только не находиться в этих стенах. Это старый австрийский дом, не такой уж многоквартирный он был, в общем, трехэтажный дом. И нас не покидало чувство тяжести. Через какое-то время мы узнали удивительную историю, трагическую, которая произошла в этой квартире. До нас в ней жила семейная пара. Пожилые люди. По отзывам соседей, они были великолепными людьми. У них не было детей, они всегда пользовались случаем, раздавали какие-то шоколадки детям, бегающим во дворе. Это были очень милые и дружелюбные люди, родом из Югославии, из бывшей Югославии. Вот. Женщина, жена была слепа. Долгое время она ничего не видела, и она всецело полагалась только на поддержку своего мужа, который бережно водил ее за руку, очень ее любил. И вот пришло время, и у этого старого человека обнаружили рак. Вот. Он начал медленно угасать и умер. Вот. Женщина осталась одна.
слепая, беспомощная. И как часто бывает, государство не проявляло, вероятно, должного внимания к ней, должной заботы. Хотя Чехия в этом плане, я могу сказать, что хороший народ, и социальные вот эти вещи, они, в общем-то, достаточно в Чехии развиты. Однако не об этом. Речь идет о том, что женщина, настолько любящая своего мужа и потерявшего единственного человека в ее жизни, на протяжении месяцев пропитала эти стены горем от этой утраты. Вероятно, днями, ночами напролет она страдала, и стены этой квартиры впитали всю вот эту ее горечь. Наступила зима. Она худо-бедно выходила, изредка начала выходить куда-то. И соседи говорили, что видели ее у церкви. В конце концов, лютой зимой она села в загородный автобус, выехала в лес и пошла в этот лес замерзнуть. И замерзла. Замерзла, умерла и присоединилась к своему ушедшему мужу. Узнав об этой истории и прочувствовав всю ее горечь, которая выветрилась, конечно, в конце концов из этих стен, мы наполнили эти стены другой энергией, другими мыслями. Но эта история настолько сильная и тяжелая, что она мотивировала меня написать эту женщину, которую я не знал, как она одиноко стоит у церкви. Она слепа, она не видит солнца, и непонятно, одно солнце, там два солнца, неважно. Символ ее веры, подчеркнутый красным цветом, определяет ее внутренний мир, ее боль и силу ее молитвы перед последним отчаянным шагом. Об этом это акварель. А вроде с виду и не скажешь. Вроде с виду абстрактная, полуабстрактная работа. В чем суть акварельной живописи? Суть не в передаче изображения. Суть идет о том, что вместе с водой, которой вы разбавляете акварельные краски, вы наполняете эту воду определенным эмоциональным состоянием, определенными воспоминаниями или мыслями. И абсолютно необъяснимым образом это просачивается в бумагу, впитывается, и зритель или создатель картины это может в любой момент почувствовать и вынуть. Ни одна цифровая фотография, а уж тем более ни одно видео, созданное при
помощи нейронной сети никогда не вернет вам ни одну эмоцию. Запомните это хорошо. Как аттрактивно это бы не выглядело, это упражнения, современные упражнения вокруг пустоты. Ничего больше. Это мысль, которую мы на протяжении многих лет в династии пытаемся вам донести. Живопись – это не изображение, не только изображение. Живопись – это эмоциональное состояние, которое художник имплементирует в материал и которое зритель может почувствовать из этого материала. В этом смысл живописи. Если вы хотите действительно что-то запечатлеть, возьмите бумагу, возьмите кисти, возьмите краски и попытайтесь это запечатлеть при помощи акварели, например. Вот, если что-то не получилось, акварель сложная техника, вы можете взять пастель и сверху попробовать убрать какие-то определенные ошибки или то, что не получилось при помощи пастели. Если и это не получилось, выкидывайте в мусорку, но не сразу. Используйте как эскиз для создания следующей картины. Акварель – удивительная техника. Еще несколько советов хотелось бы вам дать. Используйте хорошие материалы. Прежде всего бумага. Есть обыкновенная бумага, которая не обладает свойствами впитывания воды, не обладает свойствами долгого высыхания. Есть качественная бумага. Качественная бумага подороже, она стоит от $20 за лист. Это бумага Арше, она стоит $50 лист чистый. Также попытайтесь приобрести качественные краски. Если это Россия, есть очень качественные краски фирмы бренда Нева. Не знаю, как он называется сейчас. Я эмигрировал более четверти века назад. Но акварель Нева до сих пор у меня есть в коробках, сохранена многие долгие годы. Либо используйте бренды Van Gogh, Renaissance. Это качественные производители пигментов. Это качественная акварель, она не будет оставаться у вас какими-то кусками засохшими, не будет портить впечатление о работе. Старайтесь при создании акварели работать быстро, стремительно. Это потом впоследствии видно на листе, на картине. Эта стремительность, лихость, она видна и она красива. Потому что если что-то у вас потекло красиво, вот, например, здесь же красиво потекло, не надо трогать, пускай течет. Вот, здесь кусок вот потек, оставьте. Вот это не важно. Важно, чтобы было красиво. Это в первую очередь. Не надо возвращаться и затюкивать. Максимально 2 раза. То есть, если вы начинаете тюкать в одно место много раз, это потом видно. И видно, как акварель приобрела такое свойство затюканности. Вот это видно. Не надо этого делать. Лучше возьмите, вылейте на этот кусок воды, она красиво растечется, и оставьте так, как есть. Прелесть акварели именно в этом и заключается, в свежести и в этой прозрачности, в размытии, в случайности этих потоков воды. На веб-сайте династии Гостев есть хороший пример, когда мой отец
создал акварель 25 на 28 сантиметров. Вот. Он намочил лист бумаги, посмотрел на часы и увидел, что до закрытия магазина внизу оставалось 20 минут. Поэтому работать нужно было быстро. И он очень быстро написал картину на берегу озера. Это такой, второе название было Wintersturm, зимний шторм. Вот. Эта картина была написана в течение 15 минут, 10-15 минут он успел в магазин, и на вернисаже в Германии, это был 95-й год, через 5 минут после открытия вернисажа, эта картина была продана за 3000 дойчмарок. На сегодняшний день это эквивалент 30 тысяч евро. Маленькая работка, написанная за 10 минут. Вот так. Это пример шедевриальной акварели. Шедевриальность как раз ее и заключается в том, что по ней видно эта лихость этого зимнего шторма. Виден просвет между облаками, под которым светится бумага, и остальной шторм, закрывающий, обрамляющий этот просвет. Эта картина, к сожалению, не в лучшем качестве, поскольку это скан с фотографии. В то время не было еще таких технологий, как сегодня, и поэтому фотография не очень качественная, однако вы все сможете по ней увидеть. Это о цене на акварель. То есть акварель может стоить большие деньги, акварель может быть очень красиво, и акварель — это благодарная техника, самая сложная техника. Также это техника, которой можно создавать эскизы. Конечно, сегодня вы можете взять iPad и AirPencil и пробовать создавать эскизы, меняя цвета очень быстро, но это все не то. Когда вы создаете эскиз в будущей работе, например, маслом, акварелью, вы вкладываете определенное эмоциональное состояние. Оно сохраняется. Вы это эмоциональное состояние впоследствии видите, чувствуете и переносите на холст с масляной работой. Поэтому создание акварели для эскизов также является очень таким благодарным, творческим, прекрасным занятием. Вот. Ну а если получится хорошо, можно и эскиз оформить в рамку. Где-то вот у нас есть великолепная работа, которая была планирована как эскиз, она называется «Ангел и кот». Вот. Она просто феноменальная, и мой ушедший из жизни отец в 21 году, незадолго до смерти, он рассказал, он говорит: посмотри на глаза кота, они смотрят на ангела. И они действительно смотрят на ангела, на картине «Ангел и кот». Поэтому занимайтесь живописью. Я понимаю, что в мире, где все спешат и все нажимают кнопки на умных устройствах, это кажется немножко абстрактной затеей, абстрактной, непонятной затеей. Зачем заниматься живописью? Вы поймите одну простую вещь. Человек устроен так, что для него не так важны кнопки, при помощи которых он за секунду решает какие-то вопросы. Основополагающая часть человека, его внутренний стержень, устроен так, что вы должны самореализоваться.
Это самореализация, это и есть какое-то занятие. Нету никакого смысла в жизни. Смысл в том, что вы делаете. Вот когда вы берете и пишете картину, вы реализовываете свои внутренние стремления, эмоции. Когда вы нажимаете кнопку и видите результат через секунду, вы не реализуетесь. Это демотивация. Это то, что забирает у цивилизации, у нашего времени эту возможность, давая лишь иллюзорный комфорт какой-то, но забирая самое важное, забирая душевное стремление, душевную реализацию, то, из чего мы сотканы по своей природе. Поэтому этот иллюзорный комфорт приносит, с другой стороны, опустошение, демотивацию, пустоту. Это упражнение вокруг пустоты. Это упражнение вокруг красоты, вокруг наполнения. Покупайте кисти, краски, вода пока бесплатно почти. Вот. И имплементируйте с этой водой свои эмоции на качественную акварельную бумагу. На этом сегодня все. До новых увлекательных встреч. Увидимся.